Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как бороться с тимпанией у крупного рогатого скота. Тимпания – это болезнь, которая характеризуется скоплением газов в рубце и расширением этого органа. Тимпания чаще всего протекает остро, и если не оказать животному экстренную лечебную помощь, то это может привести даже к гибели животного. В принципе, причин, вызывающих скопление газа в рубце, множество, но основная причина первичной острой тимпании – это поедание животными большого количества легко сбраживаемых кормов. Для коров большую опасность представляет собой сочные зеленые корма, молодая зеленая трава, клевер, люцерна, вика и другие бобовые корма, а также кукурузные початки молочно-восковой спелости, всходы озимых растений, листья капусты и свеклы. Особенную опасность данные корма представляют собой тогда, когда их дают согревшимися в куче или увлажненными дождем, росой, или когда животных поят водой непосредственно после дачи таких кормов. Брожение поступившей в рубец кормовой массы является физиологическим процессом. Образующиеся в рубце газы поступают частично с кормовой массой в сечу, кишечник, где происходит их всасывание. Большая же часть газов, собираясь в верхнем мешке рубца, с отрыжкой выделяется наружу. Чем больше в рубце легко сбраживаемого корма, тем больше газов выделяется. Вздутие рубца бывает при наличии трех неблагоприятных факторов, действующих одновременно. Это обильное газообразование, возникновение острой атонии и обилие жидкой массы в преджелудках. При этом рубец превращается в замкнутую емкость, в которой происходит накопление газов и возрастает давление. При острой тимпании клинические признаки развиваются очень быстро и бурно, иногда в течение часа. У заболевших животных вскоре после поедания в большом количестве пучащего корма появляется беспокойство, возбуждение, они часто ложатся и тут же встают, оглядываются на живот, обмахиваются хвостом, бьют тазовыми конечностями по животу, иногда мычат и стонут. Аппетит и жвачка прекращается. Слюноотделение усилено, в первое время отрыжка учащена, затем прекращается. Характерным признаком является увеличение в объеме живота и выпячивание левой голодной ямки. Как я уже сказал, что если при интенсивном газообразовании не оказать животному экстренную помощь, то оно может и погибнуть. Если возникла тимпания, то необходимо принять меры к освобождению рубца от газов и ограничению образования их. Вначале следует использовать простые приемы, такие как медленный подъем в гору, обливание левого подвздоха холодной водой. Для удаления газов можно в рубец ввести зонд или проводить продолжительный и глубокий массаж живота слева при высоко поставленной передней половине тела. При такой постановке животного обеспечивается выведение газов наружу. Целесообразно у животных вызывать отрыжку. Для этого у них ритмично вытягивают язык или взнуздывают их толстой веревкой, соломенным жгутом, палкой, обмотанной бинтом или тряпкой, предварительно смоченной дегтем или керосином. Для адсорбции газов крупному рогатому скоту дают внутрь 2-3 литра свежего молока, порошок древесного угля, магнезию жженую 15-20 грамм в 1 литре воды. С целью ограничения брожения вводят внутрь 1 литр 2% раствора ихтиола или 50-150 мл керосина в смеси с водой. Эти вещества уменьшают газообразование и усиливают сокращение рубца. Но в случае дачи керосина надо быть осторожным, так как при вынужденном убое животного мясо приобретает запах керосина. Хороший эффект при тимпании дают пеноразрушители: сикоден, антиформол, тимпанол, 0,1% раствор марганцево-кислого калия в количестве 2-3 литра. В этот ряд препаратов можно добавить креолин, салициловую кислоту, бензонафтол, рафинированную нафталановую нефть, автол. При тимпании также практикуют назначение внутрь водки 250 пол-литра на пол-литра 1 литр воды, настойку чимерицы 10-20 мл, скипидар 50-200 мл вместе с водкой, настой тмина, укропа, ромашки, валерианы. То есть, как видим, арсенал препаратов и средств для ликвидации тимпании достаточно большой. Но если лечебные меры не дают эффекта, а явления асфиксии нарастают, то тогда проводят прокол рубца троакаром. Место прокола – левая голодная ямка, средина горизонтальной линии, соединяющей маклук с последним ребром. Троакар вводится резким и сильным толчком.
Введя троакар, вынимают из него стилет и постепенно выпускают газы. Быстрое удаление газов при сильной тимпании может вызвать у животного обморок вследствие обескровливания головного мозга. В рубец через гильзу троакара вливают противобродильные и дезинфицирующие растворы, после чего троакар вынимают. После устранения тимпании принимают меры для устранения ее остаточных явлений назначением голодной диеты на 12-24 часа с последующим переводом на щадящий режим кормления. Дают силос, сено, сахарную свеклу небольшими порциями до 3-5 раз в сутки, постепенно вводя в рацион концентраты. Для подавления гнилостных процессов внутрь назначают раствор соляной кислоты. 2 столовые ложки соляной кислоты в 500 мл воды. Для восстановления моторики рубца назначают массаж, тепловые процедуры на область рубца. В принципе, если при тимпании провести неотложную терапию, то в большинстве случаев все заканчивается хорошо. Но если такая беда случилась со всем стадом, то тогда без дореза бывает и не обойтись. Поэтому надо сделать все, чтобы не допустить возникновения тимпании. Для этого нельзя выгонять скот на зеленый корм после дождя и при росе. Большую опасность для животных представляет поение их до и вскоре после обильного кормления сочной травой. Животные на пастбище должны постоянно двигаться. Время пастьбы на обильных пастбищах не должно превышать 1 час. И вообще, пастьбу животных на лугах с обильным травостоем следует проводить лишь после подкармливания их менее сочными и сухими кормами. Особенную осторожность следует соблюдать во время перехода с зимне-стойлового содержания животных на летне-пастбищное. Необходимо постепенно приучать животных к поеданию зеленых кормов, начиная пастьбу с 2 часов и в течение 2 недель постепенно увеличивать продолжительность выпаса животных. При стойловом содержании не следует чрезмерно повышать в рационе количество сочных и водянистых кормов. Их вводят в рацион постепенно, начиная с небольших порций, которые затем увеличивают. С целью профилактики тимпании перед дачей сочных кормов полезно скармливать сено или солому. Перевод с одного типа кормления на другой необходимо проводить постепенно в течение 3-7 дней. И если это частное подворье, то в домашней ветаптечке всегда должны быть какие-то препараты, которые позволяют устранить чрезмерное газообразование в рубце. Какие препараты должны быть в ветаптечке, я назвал выше. Как на мой взгляд, то или чимерица, или тимпанол должны быть в ветаптечке обязательно. Вот и все, что касается острой тимпании рубца. Как ее лечить и как ее не допустить. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!